Здравствуйте все на канале Творческий сундучок, с вами Татьяна. Дошла очередь и до подарка для себя любимой. На рабочем столе всегда не хватает места, и я решила сшить настенный органайзер. И будет он не совсем простым, он будет секретом, а использовать я буду детские джинсы. Вы их уже видели в кадре в предыдущем видео, где я шила сумку шопер с леопардовым принтом. Остались верхние половинки джинсов. Карманы здесь не широкие, в них ничего не будет разваливаться, и глубина у них тоже достаточная. Я ничего пока резать не буду. Я прикину из тех деталей, которые у меня имеются. Вот я, значит, разложу таким образом. Я прикину, на каком месте у меня будут находиться карманы. Но я уже перед этим немножко поработала. Разложила детали вот таким образом, с нахлестом друг на друга. Ну, где-то вот так. Так, и первое, что я сделаю, я соединю вот эти две детали. Но прежде я укрепила вот этот край. Это будет вход в карман, и он должен быть жестким. С изнанки я пришила полоску ткани двумя строчками, зелеными нитками. Вот эта отделочная строчка, она зеленая, я решила поддержать цвет. То же самое я сделаю и с другой такой же деталью. Здесь тоже будет открытый край, и он, видите, он стрейчевый, он тянется, его тоже надо укрепить. Дальше я накладываю детали друг на друга. Видите, да? Я пристрочу вот по этой линии и по внешнему краю. Ну и чтобы детали не сдвигались, конечно, это надо сколоть. Я пристрочила детали и хочу вам показать, что вот эти две детали, края у них не стыкуются. И я сделала отстрочку по более узкой детали. Это у нас карман. Вот. И вот этой ширины как раз то, что нам надо. И сейчас я оформлю донышко кармана. Я лишнее сейчас срежу и проложу строчку. Пристрочила я карман. И вот он такой большой, получается глубокий, ну, хороший карман. Ну а дальше у меня получается накладка. Мне очень хочется сохранить вот эту рельефную линию. И чтобы она не залезла вот на этот карман. А у меня же уже здесь другой карман, и я туда уже залезла. У меня же здесь вот эта строчка, я ее сейчас распорю. Ну вот, девочки, это называется «Поспешишь, людей насмешишь». Я вам тут такую головоломку показываю. Я распустила вот этот шов. И теперь вот эту деталь я тут вот сколола, где мне надо сделать строчку. Я сейчас это сделаю, соединю. И теперь у нас вход в карман свободный. Ну вот, я пришила, соединила эти две детали. Вот здесь у нас заканчивается карман. Я накладываю таким образом верхнюю деталь.
И вот в этом месте сейчас проложу строчку. Таким образом у нас вот здесь образуется еще один карман. Ну а четвертую деталь я пришью таким образом. Я выровняю край. И вот этот шов пришивания у меня должен совпасть со швом, который уже здесь имеется, как бы продолжение этого шва, вот таким образом. Ну вот я прочертила, чтобы это у нас было ровно. И вот пристрочила. Теперь я срезаю вот это лишнее. Так, точно так же вот это срезаю. И вот по этому срезу я сейчас проложу строчку. И это будет у нас еще один карман, но он уже будет не такой глубокий. А еще мне понадобится длинный карман. Я подобрала вот такую деталь. Это низ брюк. Это обычно срезается, когда укорачивают брюки. На него нашила вот такую закругленную деталь с маленьким нашитым кармашком уже. И у меня получается, что я нашила еще 2 кармашка на эту деталь. Это у меня будет в самом низу. Я подобрала еще одну такую закругленную деталь и, приложив вот таким образом, у меня вот такой будет низ. И вы видите, что эту деталь я расшила, ну, чтобы было повеселей. Я пришила карманы, осноровила, добавила расшивки по всему органайзеру, обозначив таким образом входы в карманы. Ну, а где же секрет? Секрет – это то, что не видно постороннему глазу, и это с задней стороны. Я пришила вот такое полотно, пришила только по нижнему срезу. Нашила на него карман, он достаточно широкий, и в нем я буду хранить свои шаблоны. Их у меня достаточно, и они, как правило, не часто применяются, и здесь им самое место. И это еще не все, не вся организация хранения, остальное покажу чуть позже. Сейчас я сделаю окантовку. Окантовала с 3 сторон. С изнанки окантовку пришила вручную. И теперь мне надо обработать верхний срез. Окантовывать буду верхний срез таким образом. Я вырезала 2 полоски ткани и взяла вот такие 4 шлевки. Теперь я эти шлевки сложу вдвое и, вложив между этими 2 полосками ткани, пришью. У меня получилась планка вот с такими петлями. Я это сейчас разверну и, приложив к краю, к верхнему, пристрочу. Вот смотрите, я пришила, прихватив вот эту изнанку. И теперь я вот так вот подверну и еще раз пристрочу. Планку верхнюю с петлями я пришила. Осталось вдеть подходящую рейку, круглую или вот такую, как у меня. Ну и второй тайничок
Наверное, вы уже сами догадались. Это вот этот сквозной карман, так скажем. Сюда можно складывать выкройки. Мне необыкновенно понравился мой джинсовый органайзер. Осуществилась моя давняя мечта. Если вам понравился мой джинсовый органайзер, поставьте лайк. А может быть, у вас появились какие-то идеи по поводу этого органайзера? Мне интересно ваше мнение. На этом я с вами прощаюсь. Всех с наступающим Новым годом. Здоровья, счастья и до скорых встреч!